Орда хаоситов, испив крови на полях сражений, добирается до гор Старого Света, что являлись естественной преградой от вторжений налетчиков Норски и прочих отродий хаоса. Однако дозорные крепости пали, и воины Кхорна уже маршируют вдоль гор, направляясь в Кислев. Царица Катарина собирает под своим началом все имеющиеся резервы, расположенные поблизости в городах и крепостях, и направляется к движущейся навстречу армии Кхорна. Друзья, 90% из вас смотрят ролики, что я делаю для вас, без подписки. Подпишись, я тебя не разочарую. Катарина под своим началом вела более 10 тысяч воинов, ей предстоит остановить Орду Хаоса. Кхарниты численностью 10 тысяч воинов и прочей погони вот-вот схлестнутся в схватке с армией Кислева. Катарина со своей армией заняла возвышенность, наблюдая за передвижением воинов Кхорна. Неминуемые залпы из орудий древних пушек, от чьих снарядов пало множество хаоситов, обрушиваются на головы марширующих воинов Кхорна. Неожиданный обстрел по медленно марширующим воинам хаоса взбаламутил и, придав ярости, разодорил неприятеля. Воины и отродья хаоса разворачиваются и устремляются на холм, где уже показались бойцы Кислева. Кровожадные группы фурий резко вздымаются в небо и направляются на опережение собственных подразделений, чтобы первыми вступить в бой и пролить кровь во славу Кхорна. Тем временем земля задрожала от копыт бегущих к позициям воинов Кислева, Минотавров и отродьев Хаоса. Следом бежали кровопускатели Кхорна и воины Хаоса. По флангам кавалерия кровопускателей и колесница с лютозверями уже преодолевают свой маршрут, сокращая дистанцию до армии Кислева. С холма воины Кислева наблюдали за стремительно надвигающейся ордой хаоситов, среди которых также был и перемалыватель душ Кхорна, создание, от которого разум людских воинов трепетал от ужаса. Но Катарина призвала своих воинов быть храбрыми и собственным станом воодушевила армию Кислева. Катарина, чьими талантами восхищались сильнейшие мира сего, была готова и уверена в своей победе над хаоситами. Когда час пришел, кровожадые фурии, что вздымались ранее в небе, обрушились на формацию воинов Кислева. Больше всего досталось царской страже, что подверглась нападению кровожада. Демон Кхорна, что обладал внушительным размером, размахивая своей секирой, крушил черепа воинов Кислева. Черепушки хаоса, эдакая артиллерия, запускающая в своего неприятеля снаряды из горящих и мерзко пахнущих черепов павших собратьев, также начали вести свои залпы. Урон от этих боевых машин был не критичным, однако строй многих отрядов Кислева был нарушен. Катарина понимает, что лучшим решением в данном случае будет устроить встречный натиск всей армии навстречу орде Кхорна. Всадники на боевых медведях, тяжелые боевые сани и крылатые гусары тронулись, ускорив и придав тяжести натиску. Взаимный чардж воинов Хаоса и кавалерии Кислева порушил боевые формации обеих сторон, вслед чего завязалась бойня. Пехота Кислева быстро добирается до всадников, что уже ведут свой ближний бой, и также доблестно начинают противостоять кровопускателям и воинам Кхорна.
Спустя некоторое время Катарина, что искусно ввергала воинов хаоса в ледяные смерчи и грады, наблюдала за тем, как правый фланг от пресса нескончаемых натисков колесниц хаоса решает вывести воинов из резерва, что были укрыты в тени лесных массивов под холмом, и бросить тех в бой. Катарина не планировала вводить схватку резерва, но положение было слишком критичным. Фланг вот-вот будет пробит, и колесницы хаоса окажутся в тылу основных сил армии Кислева. Резерв армии возглавлял Константин. Под его началом были всадники на медведях и крылатые гусары, а также кавалерийские полки легиона Грифон. И еще 6 подразделений лучников Ледяной гвардии. Константин с резервами быстро добирается до передовой и связывает боем все прорвавшиеся за основной строй воинов Кислева группы хаоситов. Кавалерия Кислева начинает устраивать натиски по флангам. Тем временем стихийный медведь, что был в центре самого настоящего пекла, сокрушал хаоситских воинов, успешно уничтожая при этом отродье хаоса. Его ледяное дыхание, удары лап косили толпы бойцов Кхорна. Только когда кровожад с перемалывателем душ вступили с ним в схватку, воины Кхорна наконец смогли продолжать рваться сквозь построение формации Кислева. Ледяная гвардия выпускала 1000 стрел, стреляя по готовности. Стрелы этих лучников поражали тяжелые доспехи воинов Кислева, а кровопускателей и вовсе перемалывало от попаданий. Несмотря на выдающуюся стойкость и выносливость, к сожалению, хаоситы вновь ломают строй подразделения Кислева и оказываются в тылу сражающихся воинов царской гвардии и прочих подразделений Катарины. Чародейка, что своими заклинаниями уносила жизни сотен воинов и кровопускателей Кхорна, осознает, что стихийный медведь, что является единственной преградой от полного поражения воинов Кислева в центре, вот-вот падет. А Константин, что сражается в неравной схватке на левом фланге с демоном, вскоре утратит силы продолжать свой поединок. Катарина решается обрушить последних 2 своих заклинания на воинов Кхорна, надеясь затормозить преисполнившихся битой кровью людской харнитов, и начинает выводить из боя подразделение за подразделением. Хаоситы понесли серьезные потери, однако ярость и жажда крови, что нарастала за время битвы, уже не позволит врагу отступить, и воины хаоса будут сражаться до последнего бойца. Воины Кислева вымотаны и истощены часом битвы и устали от постоянных нападок то колесниц, то крушителей черепов, но готовы пасть за свою царицу. Но Катарине еще нужны силы для последующих схваток. Надеясь спасти своих воинов, Катарина приказывает Ледяной гвардии прикрыть отступающих, заливая ливнями стрел рьяно рвущихся в бой хаоситов.
когда время пришло, Катарина с остатками воинов бежала из боя. Тальтин был оглушен и валялся где-то посреди трупов. Хауситы же продолжили свой путь в Кислев. 1000 лайков, 200 комментариев и выходит новый синематик по Total War Warhammer 3.